Религии, так же как и магия, являются артефактами древних времен. Однако между ними есть существенная разница. Магия предназначена только для людей четвертой касты, тогда как религии доступны для людей любых каст. Религиозные эгрегоры интегрируют сознание людей в паству, группу, собирающуюся вокруг пастуха, подобно стаду овец, агнцев или ягнят, нуждающихся в защите от сил зла. В религиях всегда фигурируют две силы – добро и зло. Сами религии постулируют себя как приверженцы сил добра, что совершенно не очевидно, если судить о них по результатам действий их адептов и даже лидеров. Естественно, что все внешние силы, в том числе и иные религии адепты, относят к силам зла. Есть религии, в которых злое начало, вредящее людям, столь же могущественно, как и доброе, несущее людям благо. Можно назвать их религиями баланса. В других религиях силы зла вторичны, подчинены силам добра. Такие религии имеют как бы один полюс – полярные религии. Тут злая сила выполняет как бы некую служебную функцию. Все, что происходит в жизни человека, делится на две категории. Первое – добро происходит от доброго начала. Второе – зло происходит от злого начала. Если происходит что-то хорошее, то это означает, что человек своими мыслями или поступками привлек к себе благосклонность сил добра. Люди, все время совершающие благие поступки, имеющие благие помыслы, являются проводниками сил добра, святые или светлые. Аналогично есть люди, не только притягивающие к себе зло мыслями или действиями, но и являющиеся проводниками зла, проклятые или исключенные из числа светлых. Такие проклятые, как и святые, обладают сверхъестественными силами, но только несущими обязательное зло. Например, ведьма вроде бы исцелит тело, но обязательно навредит душе. Так же, как святые должны мыслями и делами подтверждать приверженность доброй силе, так и проклятые должны все время демонстрировать свою приверженность злу. При этом обычно к злому началу относятся проблемы низа, а именно все, что связано с сексом, мочеполовыми органами, а также системой выделения. Однако деторождение – дело благое. Поцелуй в нижнюю часть тела также относится к способам осквернения и подтверждения приверженности к силам зла. Детоубийство, включая аборт, и важный способ навлечь на себя проклятие, то есть благосклонность сил зла. Поскольку религии, как правило, запрещают тревожить прах умерших, то любые манипуляции с трупами и их частями, кладбищами, могилами отданы силам зла и их приспешникам. Есть также и явные поступки, нарушающие принципы социума, построенного на базе законов добра, которые влекут за собой проклятие и благосклонность сил зла. Сюда можно отнести убийство, воровство, клевету и лжесвидетельство. Поэтому в религиозном восприятии мира, религиозная модель, человек все время выказывает свою приверженность одной или другой силе. При этом есть религии, построенные на принципе лабиринта, то есть жизненный путь человека подобен прохождению лабиринта. Каждый поступок связан с выбором пути, и следующий поступок представляет собой выбор из точки, в которую человек уже сместился. В этом случае на текущее положение человека влияют все ранее совершенные им поступки, выборы. Такая модель исключает прощение и раскаяние, поскольку человек находится в той точке лабиринта, в которую забрался, чтобы он об этом не думал. Другая модель – путь вдоль линии, предусматривает движение вдоль линии, разделяющей мир добра и мир зла. Сделав шаг в одну из сторон, он может вновь пересечь границу и оказаться на другой половине. Здесь важным шагом является последний, так как именно он определяет, куда попадет человек после смерти – в ад – мир зла или рай – мир добра. Соответственно, в раю адепт добра получает добро, в аду адепт зла страдает. При жизни и святые, и проклятые являются проводниками сил. Если они перестают проводить, то силы могут их разорвать. Поэтому святые вынуждены творить добро, так же как проклятые должны творить зло. В отличие от христианской модели, в которой бог зла, сатана, является вторичной и служебной фигурой, падший ангел, в модели катаров, средневековая христианская секта, бог зла такой же могущественный, как и бог добра. По учению катаров, бог зла отвечает за физический мир, этот, а бог добра за духовный, тот. Поэтому мир зла, ад, находится прямо тут. Как бы человек ни грешил, он все равно уже в аду. Для попадания в рай, духовный мир, человек должен получить отпущение грехов от святого, сами катары. Все распространенные религиозные системы приписывают себя именно к силам добра, отправляя всех прочих в ад. Магов обычно приписывают к силам зла, считая их пособниками сатаны. Поэтому большинство религий, взаимно проклявшие друг друга, едины в том, что маги, колдуны и ведьмы – пособники сил зла. Особенностью ситуации является то, что обвиняемые в пособничестве дьяволу обладают
теми же самыми способностями, что и объявленные в данной религии святыми. Поэтому важно доказать, что силы всех непризнанных данной религии магов, в том числе и святых, почитаемых другими религиями, происходят от союза с сатаной. Основная идея, содержащаяся в религиях, состоит в том, что святость и высшие способности ситхи являются следствием не знания или обучения, а некого праведного, вовсе неправильного или здорового с точки зрения данной религии образа жизни. Например, праведник с точки зрения ислама не должен употреблять вино, наркотики и нечистые продукты, свинину, а в христианстве не признают святым многоженца. Поэтому праведник, признанный одной религией, в другой будет считаться пособником сатаны. С другой стороны, великие по количеству адептов религии, ислама и христианства базируются на иудаизме, в основе которого лежит наследие ассуров. Главная книга иудаизма Тора в своей основе содержит книгу Бытия, написанную пророком Моисеем на базе найденных им каменных скрижалей, представляющих собой фрагмент текста книги Тотта, спрятанный египтянами, опасавшимися нашествия гиксосов. Книга Тота, известная нам в формате карт Таро, содержит знания цивилизации ассуров, атлантов. В иудейской традиции есть течение каббалистов, мистиков. Практически оно очень близко к магии. Аналогичное мистическое учение в христианстве связано с масонами и розенкрейцерами, в исламе – с суфиями. В отличие от других религий, отвергающих мистическое учение, в иудаизме каббалистика признана и легально практикуется. Наиболее близка к магии – буддийская традиция. Кроме того, можно отметить тибетский вариант буддизма, тантризм и древнюю тибетскую традицию бонпо – черный бон. Религия вуду построена на взаимодействии религиозной и магической традиций. То есть существуют религии, в которых маги не считаются пособниками дьявола. Можно также сказать о религии сатанистов, которые являются формальными поклонниками сил зла. Сатанизм как религия представляет собой антихристианство, то есть христианство на выворот. В античном мире существовали религии поклонников сил зла, существовали храмы богов зла. Прихожане старались договориться со злыми богами и как-то их умилостивить. Однако в античном мире не было осознанных проводников сил зла. Существовали боги, и всех их впоследствии христиане причислили к силам зла. Вообще можно сказать, что на тонких планах есть существа вполне злобные, которых можно было бы отнести к силам зла. Но они не более злы, чем фермеры, выращивающие животных на мясо, или работники мясокомбината. Мы привыкли считать себя на вершине пищевой цепочки. Но вполне можно представить существ, имеющих на это собственную точку зрения, существ, принадлежащих к более развитой цивилизации, для которой мы – еда, вполне разрешенная их этическими правилами. На древних фресках можно встретить изображения рептилоидов, поедающих людей в компании жрецов, подносящих этих людей как жертвы. Здесь можно вспомнить миф о царевиче Персее и царевне Андромеде. Жители города хотели принести Андромеду в жертву морскому чудовищу, чтобы оно перестало нападать на город. Из этого мифа можно сделать вывод, что чудовище было разумным и с ним можно было договориться. Персей убил морское чудовище с помощью головы горгоны, медузы, другого чудовища, которое также вполне разумно. Надо сказать, что герои в античной традиции были явными проводниками сил добра. Им сопутствовала удача, они не болели и побеждали врагов. Именно эти качества люди считали добром и жаждали получить от добрых богов бога добра. В иудаизме сторонники единого бога также получают от него благо, удачу в начинаниях и победу над врагами. Но в христианстве все пошло наперекосяк. Герой попал в руки врагов и был казнен, замучен. Его последователи были гонимы, казнены и замучены. По всем приметам им сопутствовало зло, которое терзало их как хотело. Христиане придумали выход в виде разъяснения. Герой искупил первородный грех всего человечества. Погибнув на кресте, он вознесся и воскрес. Его последователи боролись с язычниками, слугами адских сил. Претерпев мучения, они, праведники, попали в Царствие Небесное. То есть, как и катары, христиане отдают этот мир во власть сил зла, которые тут господствуют. Человеку надо биться с этими силами и как следует помучиться, чтобы обрести блаженство на том свете. Отсюда происходит идея бедной церкви, в которой иерархи не должны быть князьями этого мира, пособниками сил зла. В период реформации и войн католиков с гугенотами причиной раздора было именно богатство иерархов церкви и их стремление к обогащению.
В средние века в Европе свирепствовала инквизиция, боровшаяся с пособниками сил зла, колдунами и ведьмами. Тысячи людей были замучены и сожжены заживо божьими слугами. Даже в самый разгар гонений на христиан не было уничтожено такое количество людей. Во время колонизации Америки слуги доброго Бога также уничтожили огромное количество людей. «По плодам их узнаете их», — сказал Иисус, видимо, о своих последователях. Однако и в других религиях практикуется весьма странный вид гуманизма. Можно сказать, что, столкнувшись с советскими коммунистами и немецкими фашистами, деятели религии нашли достойного противника.